Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Ко мне обратилась модель с ногтями после учебного центра. Теперь их необходимо срочно преображать. Что из этого получится, смотрите видео. Поехали! Вот такие ногти у моей сегодняшней модели. Как я сказала, их выполняла ученица в одном из учебных центров. Училась выполнять покрытие гель-лаком, маникюр. Но, как вы могли сами увидеть, тут есть ряд недочетов. Это и разная форма ногтей, разная длина, неровная поверхность, кутикула сухая и трескается. На некоторых ногтях выполняли поднятие клюющих кончиков, поэтому толщина на торце где-то 2-2,5, на некоторых ногтях даже 3 мм. Это, конечно, очень много, торцы должны быть тонкими. Наша задача сегодня выполнить преображение этих ногтей. Что самое интересное, не все ногти были восстановлены, некоторые просто покрыты гель-лаком, безымянный, мизинчик, поэтому форма далека от идеала. И пока мы с вами снимаем старое покрытие до тонкой подложки, я хотела бы вот о чем с вами поговорить. Конечно, так как эту работу выполняла ученица, мы сделаем снисхождение. Это не действующий мастер, еще не работающий в полной мере. Это человек, который только осваивает профессию и учится. Но у меня другой вопрос. Куда смотрел инструктор? То есть, если объективно видно, что ногти неровные, кривые и так далее, почему он все-таки не указал на эти недочеты своему подопечному ученику? Мне это, честно говоря, не ясно. Конечно, в нашей школе мы всегда доводим ногти до идеала. Этому учим наших студентов видеть форму, видеть ровность покрытия и так далее. Конечно, тоже бывают где-то не идеальные работы, какие-то недочеты. Но, скажем так, кардинально грубых ошибок их не должно быть. Особенно на обучении важно получить хорошую, качественную базу знаний, которая станет залогом на весь ваш профессиональный путь вперед. Если сейчас не освоить, например, правильный опил формы, правильное укрепление или выравнивание, то потом работы будут далеки от идеала и придется очень долго доучиваться, переучиваться, заново ставить руку для того, чтобы работы были красивыми, качественными и носибельными. Поэтому особое внимание уделяем работам учеников при выборе школы. Например, некоторые ученики изначально к нам приходят моделями. Кстати, такой годный и рабочий лайфхак – прийти посмотреть, как что устроено, как информацию доносит преподаватель, и потом, исходя из этого, делать вывод, стоит ли идти на обучение в это учебное заведение или нет. От этого зависит ваша будущая карьера. Поэтому нужно подойти с особым умом. Следующая немаловажная ошибка, которая была здесь допущена, это неправильно подобранный вид маникюра под данную кутикулу и кожу клиента. Мы видим, что кутикула небольшая, сухая, трескающаяся, поэтому в ее случае, конкретно в ее случае, лучше выполнять чисто аппаратный маникюр без режущего инструмента. До этого был выполнен комби, и мы в некоторых местах даже видим коричневые такие черные точки. Это зажившие ранки от предыдущего маникюра, а именно от режущего инструмента. Поэтому так важно уметь подбирать правильный вид маникюра, чтобы он носился долго и без заусенец. Тут вроде кутикулы не так много, но при этом много заусенцев, поэтому я аккуратно шлифую кутикулу насадкой с сине-белой насечкой. Сейчас объясню, почему их две. Синяя говорит о жесткости фрезы, что она средняя по жесткости, а белая насечка говорит о том, что тут есть жемчужное напыление, которое будет как бы зашлифовывать кожу, не давая ей растрескиваться вновь. Ну и еще для более красивого ухоженного эффекта прохожусь насадкой пламя с красным абразивом, для того, чтобы заполировать поверхность. И вот такой результат только аппаратного маникюра у нас получается. Я вообще не использовала режущий инструмент, его даже не было на моем рабочем столе. Классно, правда, уметь делать такую технику? Поэтому в очередной раз повторюсь, что мастер должен уметь выполнять различные виды маникюра и индивидуально подбирать их под каждого клиента, под их руки,
кожу и состояние кутикулы. Ну а мы переходим к покрытию. Думаю, тут понятно, если просто выполнить выравнивание базой, то ситуация не изменится. Поэтому необходимо такое твердое решение, а именно работа с твердыми материалами. Конечно, можно было поднять клюющие кончики, например, при помощи верхних форм. Но не так давно у меня был похожий ролик на канале. Я думаю, что вы его посмотрите и поймете тоже эту технику. А сегодня будем работать акригелем. Как-то давно я уже не использовала в работе этот материал. В последнее время все больше работаю гелями. Но объясню, почему взяла тут именно этот материал. Первое – это точность выкладки, что я сразу уже задам нужную мне форму. Некоторые боковые стенки перепилены, даже самой модели. Она сказала, что после процедуры ей где-то не понравилась форма, она сама ее подпиливала, поэтому некоторые стенки отсутствуют. Вот, например, на большом видим, как ноготь идет на заужение, нет четкой формы квадрат, поэтому по воздуху прямо дотягиваю эти уголочки и формирую их. И акригель очень удобный материал, мы сразу можем выполнить правильную архитектуру, соблюсти ровную линию от наивысшей точки до свободного края. Тогда у нас получится красивая арка, прочные ногти, восстановленные скрученные стенки. В общем, мне нравится такой способ. Напишите в комментариях, пожалуйста, поделитесь, каким способом обычно вы поднимаете клюющие ногти, умеете ли работать различными способами. А на безымянном, например, тут вообще отсутствовали боковые стенки и недостаточно было длины. Ноготь был чересчур коротким, поэтому вытягиваю по воздуху. И после выкладки уже обезжириваю и будем подпиливать, делая четкую форму. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. Смотрите, можно было бы полностью выполнить укрепление от кутикулы, но в таком случае, вероятнее всего, получился бы больший объем. То есть ногти визуально бы казались прям такими толстыми. Если у нас выпуклая ногтевая пластина, все-таки лучше большую часть материала положить на свободный край для приподнятия клюющего кончика, а в зоне у кутикулы практически не достраивать материалом, чтобы не создать опять этой сферы на поверхности, которая визуально будет делать ноготь вниз растущим. При опиле вот тут на безымянном пальчике заметила, что как будто бы недостаточно материала. Вот смотрите, как удобно заложить этот участок просто при помощи акригеля. Оп, и все, просушиваем. Ну и дальше заканчиваем наш опил. Делаем форму четкий квадрат. Кстати говоря, модель сказала, что она думала, что ей такая форма прям с четкими углами не подойдет. Но забегая вперед, скажу, что она была вообще в полнейшем восторге и говорит, мне никто никогда не делал такую четкую форму. И мы с вами выпиливаем теперь толщину. Делаю это в два этапа. Сначала переворачиваю руку клиента и убираю основной объем. Нужно работать аккуратно, потому что у модели разросшиеся гипонихи, чтобы не было больно. Затем переворачиваю ноготь и смотрю в торец, оформляя толщину свободного края. Помним, что оптимальная толщина где-то около 1 мм. И посмотрите, прям какие аккуратные ногти, какая четкая форма, какие получились арки, уже просто красота. Но все-таки у кутикулы слегка дострою при помощи ликвид геля. Это жиденький гель, твердый, при этом он слегка армирует, то есть изгибается, и поэтому будет хорошо держаться в зоне кутикулы, не будет отслоек. Я наношу прям микро-микро капельку, микродозу только в зоне кутикулы и слегка, буквально протягивая на свободный край. Для того, чтобы сгладить переход цвета от натурального ногтя к искусственному материалу, так как в дальнейшем у нас будет френч. Если бы я выполняла цветное покрытие чисто, то бы я даже не достраивала, возможно, просто тонкий слой базы нанесла, либо, может быть, даже вообще не наносила, и сразу бы начала покрывать цветом. Все зависело бы от того, есть ступенечка при переходе в искусственный материал или нет. И теперь прорисовываем френч. Модель выбрала дизайн по картинке из интернета. На некоторых ногтях белый френч, на других синий. И дальше украсим все это микросердечками. Очень красивыми, а несколько ногтей у нас будут полностью покрыты цветом.
Кстати, все нюансы и секреты такого красивого ровного френча также есть в нашей базе знаний. Для того, чтобы нарисовать ровные сердечки, сначала ставлю капли дотсом и затем тонкой кисточкой уже вытягиваю кончик этого сердечка. Все перекрываем топом. Наш результат. Как вам? Поддержите, поставьте пальчик вверх, ну и смотрите другие видео на канале с поднятием клеющих ногтей другими способами. А я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!